Так, сегодня мы посетили наших давних партнеров, коллег по гастроцеху. Это компания Huracan. Huracan – это европейский бренд, который специализируется на такой довольно бюджетной технике, но неплохого качества. В основном эта продукция сделана в Китае под брендом Huracan, но с контролем европейского качества и с подходом современным, да. Немножко сделал обзорчик, что продает и представляет этот Huracan. Также и мы его представляем на рынке. Это холодильное оборудование, так как стандартные, допустим, холодильники 650-700 литров, вентилируемые, с подсветкой, тропические, с дигитальным дисплеем. Закрывается на ключ. Также есть и морозильники такие же. Есть холодильники открытого типа с панорамным стеклом. Это там удобно, когда повар видит, что внутри, или как это репрезентационный. Холодильные столы. В принципе, стандарт, они у многих есть, но мы всегда можем порадовать неплохим качеством и ценой. Вот, этот конкретно на 6 ящиков. В отличие от многих некоторых, здесь уже есть свой бидон, в котором можно ставить контейнеры, не ставля ГАН-контейнер. Такие небольшие витринки, они есть от 1,20 м до 2 метров. Маленькие панорамные штуки для каких-то небольших пирожных. Есть нюансы, что не на всех равномерно полках холод распределен, да, поэтому надо обратить на это внимание, что на верхней может быть не +2, да, а там +6, а здесь +2. Вот. Дальше пойдем. Здесь какая-то вот электромеханическая тема. Мы сами представляем вот такого типа. Это для твердого теста считается тестомес. Они супер простые, они супер дешевые, там в районе 600 евро. Вот, открываем, выбрасываем. Вот чуть засними внутри, посмотри, что там все очень такое примитивное, да? То есть внутри примитивное все, вот там вал, ось, редуктор, мотор. Все супер там простое, китайское, но в основном надежное оборудование. Также есть тестомесы с таймером, двухскоростные, односкоростные, с аварийным стоппером. Планетарные миксеры от 10, есть поменьше модели, от 5 литров до 60 литров. Разные такие вот модельки. Вот настольные, типа для взбивания там сливок и всего остального. Всякая сахарная вата и тема фастфуда какого-то, попкорн аппараты, блинчиковые аппараты, аппараты для приготовления бельгийской вафли или какой-либо вафли с разными рисунками, микропечи типа пицца-печи для каких-то там фокаччи или какой-то кавказской еды, да, которую надо приготавливать на камне. Вот, есть также самые вот эти примитивные печечки, которые просто как домашние, только в корпусе из нержавейки. Есть возможность выбрать с паром или без пара, но пар — это просто при нажатии маленькой кнопки на тен подается вода, которая преобразовывается в пар. Потом для выкладки вот эти вот аппараты мы довольно часто продаем, прижимные контактные грили. Они такого неплохого качества, учитывая то, что это довольно бюджетная серия. Плюс-минус работают. Индукция, которую мы тоже продаем. Есть вот такие друг за другом. Есть дигитальные, есть мануальные, есть с таймером. Есть с возможностью регулировать температуру. Есть разных диаметров здесь и разной мощности. В среднем это 3,5 киловатта, но есть версии там 5 киловаттные и разные другие, да. Вот такой топчик, кстати, тоже там дешевый китайский аппарат в районе там от 250 до
450 евро, но для стартапа вполне хватает там для бургерных и всяких остальных. Фритюры, которые в основном хорошо себя показали, не ломаются. Вот здесь неправильно собрана корзина. Мы можем взять и исправить их ошибку. Вот на стенде мы покажем, как правильно было собирать эту корзинку. Корзинка должна не сыпаться. Смотрите, здесь есть защита тена от протирания. Потому что если мы вот это уберем, и версия вот такой, корзинка протирает тен рано или поздно, разбивает термостаты, защитные термостаты. Вот. А когда есть такая защита, это все вас продлевает жизнь этому аппарату и меньше проблем. Здесь есть сливной кран. Это версия 8-литровая. Ну, такой топчик, топчик of the топчик. Там 200-250 евро. В зависимости от того, какой вот крутой у нас клиент. И как много берет оборудования. Так, есть Bay Marine. Это мармит для сохранения тепла. Оборудование, ну, каждый там знает, кебабная, там какая-то столовая, может спокойно школка, садик, вот такими пользоваться. Хот-дог аппараты для сосисок. Потом есть супницы, которые можно или чуть-чуть интегрировать, или что для поддержания в тепле. Супа не для варки, да, супа, а просто для поддержания. Ну и саламандра такого типа, которая стоит рядом с моим чудо-чемоданчиком, который я с собой везде вожу. Вот. Саламандра — это лифтовая, которой можно регулировать высоту. Что посоветую, не переворачивать ее на бок никогда и что-то такое, потому что внутри механизмы на цепях в основном. При повороте ее в бок вправо-лево она может соскочить, поэтому вам придется потом вызывать сертифицированного мастера или самим лезть внутри оборудования. Да? Вот. Пройдем дальше. Такая четкая электромеханика, в принципе, такой топчик, который всем нужен. Какая-то картофелечистка, да, допустим, по разным объемам подбирают, да, это там в основном школы, садики, какая-то армия или что-то подобное, да, берет, где не нужно красивый вид, а оно там в основном идет в пюре или там в отварной картофель, да. Потом есть разного вида мясорубки, это конкретная модель 12 до 120 килограмм. Ну, конечно, если она 120 килограмм в час прокрутит, она умрет при первой же такой нагрузке, да, поэтому не всегда смотрим на то, что написано на бумажке. Это какие-то там супер условия. Как везде, надо делать понимание какое-то. Потом овощерезка, да. Овощерезка — это такая стандартная, она у многих брендов. В комплекте с 5 дисками, диски легко заменяемые. Сюда идут в комплект китайские диски, 5 штук такого довольно-таки, ну, простого качества. Но всегда для этих мясорубок можно и прикупить более дорогие диски. В принципе, качество аппарата плюс-минус нормальное, а диск будет более крутой, итальянского производства. Это идея, это я не настаиваю. Huracan этого не предлагает, не рекомендует. Но я лично рекомендую от себя. Вот, есть слайсеры. Слайсеры тоже, в принципе, неплохие. Больших проблем у нас нету. Есть также точилка. Кто не знает, сзади, открутив барашку, вот, поднимаем эту штуку, переворачиваем, закручиваем. И во время работы диска, нажав 2 раза вот так вот, мы затачиваем диск. Потом заточили, перевернули, закрутили и пользуемся дальше. В основном часто этого делать не надо по необходимости. Также есть каретка, которая зажимает мясо, плюс регулятор по толщине. Я, в принципе, такой даже дома использую. Не конкретно такой, но черного цвета, скажем. Потом есть вот циркуляторы для приготовления су-вид. Типа кипятильник с правильной температурой.
Чтобы делать сувид, вам обязательно понадобится вакуумник. Он может быть самый маленький, как здесь, но также у Huracan есть версия и побольше. Это модель VAC 260. Это значит, что 260 миллиметров, 26 сантиметров, вот это запаечная лента, да? Здесь можно поставить небольшой кусок мяса, и такой небольшой ресторанчик, кафешечка может пользоваться таким аппаратом. Очень надежный сегмент, цена-качество превосходная. Вот точно скажу, можно сравнить с любым брендом, типа там Handy или что-то подобное, да. Вот это будет топчик по качеству и по оборудованию, ну, по реальному отзыву нашему личному опыту, не маленькому. Лет 5-7 мы их продаем. Здесь такое оборудование, которое довольно нишевое. Это слюш-машины или охлаждители сока. У них тоже представлены. Потом полировки стаканов и овощерезка, соковыжималка для корнеплодов, блендер и крэшер небольшой. Вот. Так что, в принципе, мы закончим свой обзорчик на чем? На фразе enjoy. Griffin GT – твой проверенный партнер в гастромире.